Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, продолжаем с вами серию роликов «Загробный мир». Еще раз напоминаю, что вопросы, которые пишете там и тут, рассматриваться не будут. Нужно написать только под роликом «Мир мертвых» ваши вопросы. 6 месяцев назад снято. И те вопросы, на которые я отвечаю, я их удаляю. Если вы не хотите слушать, значит, на ваш вопрос ответ вы не получите. Я не знаю, как еще говорить, уже устала, на самом деле. Итак, начнем. Предисловие не буду читать, потому что это долго. Будем переходить к вопросу сразу. Так, моя искренняя благодарность за помощь мне и другим людям после встречи с вашим каналом. Моя жизнь постепенно менялась в лучшую сторону. И благодаря вам, благодарна вам, что вы работали со мной. Разрешите задать вопрос. Скажите, пожалуйста, когда умирает человек, на нем присутствуют золотые украшения, то можно ли снимать их и что с ними делать дальше? Особенно интересует, что делать с обручальным кольцом. Так, я вам отвечу. Значит, если человек ваш близкий, вот отсюда и идут родовые украшения, украшения бабушек, прабабушек, или переданные то есть от семьи мужа, или то, что осталось от мужа, или от свекрови. Это тоже родные люди, потому что вы присоединяетесь к их роду, вы уже не чужой человек. Значит, что можно делать с этими украшениями? Можно ли их носить? Если это украшение вашего близкого человека, вы можете их носить, они вам никак не навредят. Были они на этом человеке в момент смерти или просто остались, без разницы. За одним исключением. Если человек умер, например, такой жестокой смертью. Если человек умер под пытками, если человек попал в аварию, утонул, повесился и так далее. Не только повесился, еще что-то сделал с собой. Вот если человек ушел рано, трагически, или помогли ему уйти, лучше те украшения, которые были на нем, не носить. Потому что эти украшения подпитываются вот этой силой смерти. Они берут на себя эту силу смерти. Вы можете смотреть золото в магии, серебро в магии. У меня есть лекции, там говорится, описывается. А если ушел человек своей смертью, пусть даже в молодые годы, но там болел, например, ушел, неважно. Но если это ваш близкий человек, и вы имеете право на эти украшения по наследству или по праву крови, то это и есть родовые украшения. Они как обереги. Бабушкины кольца, там украшения тетки, еще как-то. Это все относится к оберегам, которые можно носить, но близким людям. Например, если, я даже не знаю, если, например, кто-нибудь из соседей, если ей подарили это одно, а если она, например, возьмет случайно, я вам расскажу такой случай, это реальный случай. Это рассказ матери умершей девочки, девушки, ей было 17 лет, она умерла. У нее проблема была с сердцем. В общем, она ушла, и мать раздала ее вещи. И дочь приходит во сне и говорит: мам, почему ты отдала мою куртку и не посмотрела в кармане? Я в кармане забыла свои сережки.
И это были ее любимые сережки. И мать пошла к соседям, кому отдала эту куртку, и попросила, и сказала: вот я свои с ушей сниму, вам отдам, мои серьги более дорогие. Только отдайте, пожалуйста, те. Они сначала отрицали, потом они ее избили просто. То есть было видно, что они отдать не хотят. Потому что люди, которые действительно ни при чем, так себя не ведут. Она хотела пойти в полицию, в общем, вот ей было очень обидно. Пришла домой, разрыдалась и уснула. И приходит во сне дочь и говорит: мам, ты не переживай, не надо никуда ходить, я сама им отомщу. И через несколько дней их дом сгорел вместе с гаражом, вместе с машинами. И там у них несколько машин, они занимались этим всем подчистую. Вот так мстят мертвые. И это не первый случай, и таких историй очень много. Если кто-то без спросу взял золото умершего человека, украл, обязательно за это расплатиться, может быть, даже жизнью своей или близких. Но если этот человек ваш близкий, родной, вы имеете полное право его украшения носить. Только вот за исключением тех случаев, если на нем они были, и он утонул, был убит или еще что-нибудь. Тогда не нужно. И продавать не стоит. Вы подвергнете другого человека испытаниям. И в ломбард не надо сдавать. Единственное, что можете переплавить. Вот переплавить, и оно уже структуру поменяет и потеряет вот эту вот смертоносную силу. Далее. Что касается кольца. Вот обручальное кольцо носить не стоит. Обручальное кольцо бабушки еще. Если при жизни человек сняла с пальца, отдала вам и сказала: вот в советское время были такие мощные большие кольца. И когда молодые женились, за неимением средств пилили это большое кольцо и переплавляли в два маленьких кольца. В этом случае, если она отдала вам, можете взять и носить. Как бы, ну, мало ли, свекровь подарила сыну, сказала: вот этим кольцом, значит, пусть пройдет обручение. Было время, когда обручение проходило именно кольцом, вот помолвочное кольцо было как при замужестве, одно и то же кольцо. То есть как обручальное кольцо. Один раз надевали, и все. Ну, разные бывают традиции. Вот на Кавказе, например, надевали прямо обручальное кольцо сразу же. Если состоялась помолвка, приходили, значит, проводили это все. Они были раньше, знаете, как и помолвка, и свадьба почти одинаково справляли. А потом уже у людей меньше стало средств. Они уже начали просто помолвку проводить среди своих, а свадьбу по мере возможности чуть больше. Но кольца приносили те же самые. И если, конечно, все это расторгалось, она обязана была вернуть кольцо. Это даже не настолько говорило о ценности, как символ того, что все расторгнуто. То есть она уже не окольцована, свободна, и ее может сватать другой человек. Если при жизни подарено, ничего страшного. После смерти кольцо обручальное ничего носить нельзя. Подвергните свой брак разрушению, смерти и так далее. Зачем? А переплавлять можете, если там от бабушки осталось, например, обручальное кольцо, от матери осталось еще, от отца, неважно. Если это ваш супруг или супруга, это кольцо, ну, сейчас скажу, все отнесут, оставят. Лучше не буду говорить, потому что там различные есть варианты, возможности, чтобы не рисковать. Глупых людей очень много. Ну, это кольцо не носится. Это кольцо заговаривается, кидается в воду, освобождается вдова для того, чтобы она могла еще раз вступить в брак, если она хочет этого. Или вдовец, неважно.
Ну, у меня есть ритуал замужества вдовы. Кто хочет, может взять, сделать и без кольца, там объясняется. В общем, обручальные кольца ничьи носить нельзя. Переплавлять можете. Если это родные люди, оставили золото вам, можете носить. Если это знакомые люди, но они были вам как родные, и кроме вас у них никого не было, и они после смерти, то есть вы правообладатель всего того, что у них есть, тоже можете носить. Вам ничего не грозит, потому что вам добровольно отдали или оставили в наследство. А если вы, например, не знаю, вот у соседки умерла мать, и она вот, не знаю, с чем-то расплачивается с вами, говорит, я тебе кольцо матери отдам там вместо денег, не берите. Потому что мертвым может не понравиться, что их родовые, значит, украшения кто-то надевает. Вот если вы в ломбарде берете, у меня есть ритуал очищения таких украшений. В ломбарде иногда встречаются очень необычные, редкие работы и старинные работы, почему бы нет. Но вы психологически, морально не связаны с этим ушедшим человеком, понимаете? Вы даже не знаете, кто это. Подсознание тоже играет огромную роль. Страх, мысли, вот человек ушел, я вот знала, вот я видела, а теперь ее кольцо у меня на руке, а вдруг она меня накажет. Это открывает врата, порталы для действительно всяких бед. А там вы не знали человека, вы не видели. Вы пришли, купили, все. Продали. Через несколько рук прошло это все. Оно уже потеряло свою какую-то смертоносную силу определенную. Еще и вы провели чистки и носите. Вы честно купили. Вы не украли, вы не взяли, вы за работу не забрали, вы как бы не принудили человека отдать что-то свое семейное. Вы купили, имеете право. Вот эта покупка уже дает вам право носить и нейтрализует все, что на этом кольце было. Другой вопрос, если человека убили и забрали это все и краденое сдали в ломбард, да, такое может быть. Могут такие вещи носить смертоносную силу, но поэтому и говорится, что, во-первых, знаете, где берете, да? Есть ломбарды, которые не принимают случайные, а есть ломбарды, которые как бы все подряд могут приходить, и никаких проблем, и подпольно берут. Значит, очищайте на всякий случай. Страхуйте себя от таких происшествий. Что касается родных людей, ну а как еще у людей там переходят, скажем, из рук в руки, из поколения в поколение украшения? Ну вот таким образом человек ушел и оставляет это все, значит, своим детям, внукам. Куда-то оно делось, этот вопрос надо удалить, чтобы по второму разу... так, вот, все. В общем, я вам объяснила. Давайте дальше пойдем. Так. Здравствуйте, уважаемый Инга. Хочу рассказать про случай на кладбище. Приехала из Москвы в Сочи жена моего покойного двоюродного брата, чтобы собраться вместе помянуть его. Проходя между могилами, она увидела купюру 5000 рублей, подняла ее. А мой сын тоже был там. Это он мне рассказал. Он даже сказал, почему он не увидел. Я даже поругала ее, чтобы ничего нигде не подбирал. Я слушаю ваши лекции, уже мудрее становлюсь. Так у жены брата через полгода онкология началась. Она еле-еле справилась с ней. Вот такая история произошла. Почему-то захотелось вам написать этот случай. Вот справилась она, ей повезло, потому что это была не ее болезнь, а перенесли, наслали, отдали ей, перекинули. Вот перекид болезни. Поэтому справилась. Не своя была, не своя была болезнь, но могла бы и не справиться. Это пусть скажет спасибо, что организм оказался крепкий, но перенесла она эти страдания, и ничего хорошего после онкологии не бывает. Конечно, след остается, и организм расшатывается после этого, естественно. Так вот, никогда не подбирайте ничего, особенно на кладбище. Во-первых,
Все, что упало на могильную землю, принадлежит смерти. Если вы подбираете, вы забираете у самой смерти. А сама смерть вас не оставит в покое, пока 100 раз больше у вас не получит, еще и вашу жизнь может забрать, если захочет. Второе. На перекрестке, возле деревьев, возле реки, на кладбище чаще всего перекидывают свои бедствия и болезни. Скид называется, скидывают туда. И делают это на большие купюры, на массивные дорогие золотые украшения, для того, чтобы у человека был соблазн. На серебро не скидывает, серебро не берет, не вбирает в себя. Серебро очищает, наоборот, пространство от такого. На золото. Золото очень быстро забирает из глаз, и болезни, и все на свете. И, значит, это все скидывается на сумму денег, чтобы был большой соблазн. Я думаю, что она не только 5000 подобрала. Это ваш сын, скорее всего, просто увидел эти 5000. Если там скинули на болезнь, это могло быть там 50, 60, а то и 100 тысяч. Кидают прям вот веером деньги, наговаривают на деньги и кидают, ну, где попало. А здесь на кладбище кинули у смерти, попросили откупа, а ваша сноха подобрала. Ну, собственно, она взяла, ну, как вам показалось, 5000, предположим, а потратила 500 тысяч, понимаете, на то, чтобы не умереть. А сколько лет она отдала, какие страхи испытала, сколько лекарств влили в нее, чтобы она жива осталась. Только она знает. Но теперь, я надеюсь, она поумнела. В следующий раз на кладбище ничего подбирать не будет. Дальше. Так. Вопросы. Ага. Примите благодарность за ваш труд и знания, что означает, когда покойница приходит во сне и говорит, чтобы за нее не беспокоились, что у нее все теперь хорошо. Так ли это, как она говорит, речь о моей тетке? Она покончила с собой в своей квартире в Москве. Я на тот момент не знала, чем помочь ее душе, кроме как написать письмо митрополиту казахстанскому Мефодию с просьбой об отпевании. Мне разрешили, я ее отпела. Не знаю, правильно ли я сделала или нет. Тогда я служила в армии, в церкви отношений не имела. Дальше. Но почему-то пришло в голову поступить именно так. Потом она мне приснилась. Теперь моей дочке приснилась мать ее подруги, где говорит, что ее вылечили, теперь у нее все хорошо. Ее выписала, она жива, хотя она умерла. То есть она вам так приснилась, как живая. Мне не по себе. Ладно, мне покойники снятся иногда. Хотелось бы, чтобы дочери снились. Не хотелось бы. Вы немножко запутанно написали. Давайте я вам скажу. Во-первых, то, что вы написали и попросили об отпевании, в принципе, с одной стороны, правильно. Почему? Потому что если вы обращаетесь к этой религии, то вам нужно обращаться, ну, то есть по таким вопросам через служителей этой веры, которые, в принципе, компетентны в этих вопросах, что можно, что нельзя. Касаемо веры, если вы хотите именно по религиозным традициям что-либо провести, лучше, конечно, советоваться, я согласна. Теперь, уже вам было сказано, что эгрегоров, то есть миров и силовых полей во Вселенной огромное количество. Это только те, которые мы знаем, а сколько вне нашего сознания существует. И если после того, как вы отпели по христианским традициям, она сказала, что у нее все хорошо, значит, у нее все хорошо. А почему именно после отпевания таким образом ей стало хорошо? Ну, значит, человек принадлежал христианскому эгрегору, поэтому... Если бы она была мусульманкой, предположим, вот отпевание по христианским канонам ей бы не помогли. Потому что у всех религий, у всех сил есть свои
определенные традиции и обычаи, через которые переступать нельзя. Если человек хочет находиться под их защитой, значит, он должен подчиняться всецело этим канонам. Но одна единственная сила, которая нейтральна и которая для всех уникальна и каждому подходит, это языческие обряды, традиции. Почему? Потому что все мы и наши предки когда-то были язычники. Вот и все. А если касается, например, исламского, христианского, значит, иудейского эгрегора, предположим, это авраамические религии, они созданы на одной основе, то в этом случае, да, надо именно по этим канонам делать, потому как они имеют свои особенности. Переступать нельзя никак. Оно, ну вот подошло, значит, это ей. Значит, она была, ну, именно вот в этом эгрегоре. А почему человек так сделал? Ну, знаете, причин много. Иногда бывает отчаяние, иногда бывает у человека затмение какое-то разума, иногда бывает страх какой-то, иногда путают, иногда темные силы могут внушить человеку, создать какой-то... Ну вот откройте, например, мою лекцию «Нечистая сила. Почему они приходят?». Когда человеку в поле, там, старику, его, значит, позвали, 3 парней, и вот они стоят, пьют вино, наливают и притягивают ему. И он такой радостный, пьющий человек, почему бы нет. И он, прежде чем выпить, он сказал, ну, с Богом. И вот тут же они все исчезли, и он увидел, что в руке держит камень. Вот он мог бы этот камень просто проглотить и умереть. И потом бы все сказали, что он с собой покончил. Потому что нормальный человек так не сделает, так не умрет. Он что, не видел, что камень? Нет, не видел. Видите, морок существует. Или там женщина позвала молодую девушку, накинула на плечи шарф и говорит, у меня теплый шарф или шаль, без разницы. Вот, доченька, укройся, потом отдашь. Ты сейчас замерзнешь, пока будешь идти по дороге. А та поблагодарила и ушла. И тут же криком кричат, зовут ее. Она очнулась и поняла, что она в поле стоит. Кинула веревку, уже вешается. И тут родственники подоспели и начали ее трясти, спрашивать, как ты смеешь, зачем ты это делаешь. Она говорит, не знаю, что ответить, потому что... И начала рассказывать про бабушку, которая дала шарф. Сначала, конечно, не верили, думали, бредит. А потом старая женщина сказала, что да, уже не раз в наших краях такое случается, что черти путают. То есть, вот если бы она повесилась, например, да, не успели бы ее спасти, все бы сказали, все, она повесилась, покончила с собой. Вот поэтому, что касаемо вашей тети, мы не можем знать, что с ней случилось. По своей ли воле она это сделала, или какая-то темная сила ее запутала, спутала, и с ней это все случилось, понимаете? Ну, вы правильно сделали, дали ей покой. По-своему, как умели и как могли. Почему снятся мертвые? Вы знаете, мертвые снятся не только вам, не только вашей дочери, я вам скажу. Очень многим людям они снятся, особенно родственники. И очень часто снятся. Поэтому вот не хочу, чтобы снились. Ну, хорошо как-нибудь там такой ритуал, чтобы закрыть дорогу мертвым к вам. Но родным мертвым дорогу закрывать не рекомендую. Они иногда приходят, чтобы предупредить и помочь. Так что великая глупость закрыть им дорогу, с одной стороны, если честно. Так. Здравствуйте, уважаемый Инга. Большое спасибо. Спасибо вам тоже. Так, моя дочь с семьей живет в квартире, где жили дедушка, бабушка и ее муж. Недавно произошел такой случай. Мой маленький внук 2,5 года проснулся, 12 ночи не спал, до 2 часов играл со своей мамой, смотрел в угол с интересом и говорил, там баба и дядик. Как это объяснить и как на это реагировать? Стоит ли волноваться за ребенка? Если ребенок не боялся, значит, не стоит. Дедушка, может быть, пришел его душа пришла туда посмотреть на внука. Ничего же не сделали. Если это продолжится в каком-то плохом смысле, ну, напишите, я попробую помочь и объясню, что делать. Но если ничего такого, дети видят, у детей до 6-7 лет очень развито и открыто.
Они видят потусторонний мир. Просто им дано видеть до того момента, пока они не смогут рассказать, разумно объяснить. Вот тогда потусторонний мир закрывает свои тайны перед нами всеми. Для, как знаете, честности эксперимента. Потому что если люди будут творить добро только из-за страха, зная, что их там ждет, если они будут жить бесчеловечно и недостойно, то люди должны быть сами по себе людьми, воспитывать в себе человеческие качества не потому, что там наградят или там накажут, а потому что они сами хотят быть людьми, человеками. Вот поэтому, как только человек может рассказать, уже объяснить, что он там видит, потусторонний мир закрывает свои врата. А до этого вот дядик, тетя, там ди-ди-ди, то, что не можешь понять и считаешь, что это, детский лепет, до этого времени они показываются. Относитесь очень внимательно к детям. Если они вас о чем-то предупреждают, что-то говорят. У меня там племянник маленький был, и когда бабушка, мамина мать его уезжала, он плакал, он говорил, что бум-бум, что-то там ударят, побьют, что-то так показывал. Ну, в общем, не обратили внимания, поехали, она чуть в аварию не попала там. То есть вот кто-то приходил и говорил, что не пускай свою бабушку, там нехорошо впереди. И ребенок пытался объяснить, а его никто не слушал и не поверил. Вот с того времени начали прислушиваться ко всему, что дети говорят. И оказалось, что они не просто говорят, они на своем детском языке пытаются что-то объяснить. Не бойтесь, если ничего не делают, не надо сразу переполох устраивать и бояться. Ну, увидел ребенок и увидел. Вот если продолжится, если в доме начнут болеть, там еще что-нибудь, да, это уже нехороший признак. А так он же сказал, деда или бабушка. То есть он узнал их. Так. Доброе времени суток. Так. На грани сумасшествия моя жизнь уже 3-й десяток лет. Ощущение, что живу в мире мертвых. Каждую ночь приходят покойные родственники, даже незнакомые, начинают выяснять, кто они. Потом оказывается, что это родственники моих когда-то знакомых. Но самое страшное для меня, во сне приходит мой отец. 23 года назад насилует, простите, это чувство, испытываю определенные эмоции, вижу его образ, дыхание, просыпаюсь в ужасе, нижнее белье мокрое. Недавно в времени подключился родной дядя, ушедший и так далее. Так, не сочтите за сумасшедшую. Не могу ни с кем поделиться. Устала, вымотана, боюсь засыпать. В ваших лекциях узнала, что в образе родных могут приходить инкубы. Правильно, да. Вот я хотела вам сказать. Это не они. Суккубы. Суккубы не приходят к вам. Суккубы – это женские духи, и они приходят к мужчинам. Другие сущности, что делать, не знаю, сил нет, так жить потихоньку. Напишите мне, я здесь не могу вам сказать, что делать. Это так легко и просто не уйдет. И вы сами от них не избавитесь, это уже вы на грани одержимости почти, скажем так. Это надо было раньше начать что-то делать. Это может быть ошибка ваших предков, связанная с миром мертвых. Я вам хочу сказать, что чаще всего это происходит с людьми, у которых предки разрушали церковь, мечеть или еще что-нибудь. Вам всем было сказано, что никогда не трогайте чужой эгрегор. Не веришь – не верь. Но разрушать, срывать кресты, срывать иконы, что-нибудь такое, не надо делать этого всего. И чаще всего вот ко мне приходят люди, у которых, скажем, дедушка, прадедушка или еще кто-нибудь участвовали вот в этих погромах церквей, и потом начинаются у их потомков такие вот нехорошие вещи. Они сами сходят с ума, уходят, а потом у потомков открывают портал мертвых, который потом не закрывается. Невозможно самому закрыть. Это очень похоже из тех случаев, понимаете? Этот открытый портал мертвых, который вы не можете закрыть сами. Это не ваш дядя и не ваш отец. Почему они приходят в образе отца или брата, дяди? Чтобы человеку было еще противнее, более мерзко, более отвратительно, чтобы от него получить максимальную вот эту силу, отрицательную энергию, силу, эту боль максимальную. Поэтому
Значит, это ходьба мертвых, это называется зазыв. Они у вас забирают силу жизни, забирают здоровье, вы будете уже стареете раньше времени, выжатая, уставшая. Ну, в конце концов, люди попадают в сумасшедший дом, их начинает лечить и превращает в овощ. Напишите мне, потому что вы с этим не справитесь. Я вам объясню, как и что надо делать. И по возможности закрою этот портал и отсеку эту мертвую силу. Она сама не уйдет. После вас переключите еще на кого-нибудь в роду. И спросите в семье, обязательно вам скажут, что вы не первые, у кого это все происходило и происходит. Так, добрый день. Благодарю за лекции, дары, ритуалы, доброту и так далее. Спасибо большое, мне тоже приятно. Мое первое обращение было по поводу неправильного действия на кладбище. Вы мне подсказали ритуал, откуп, благодарность был отправлен. Благодарю за помощь. Может быть, мне просто много кто отправляет. Тем более, что у вас имя здесь не написано. Ну, отправили, значит, дошло. С вашими ритуалами меняю жизнь в лучшую сторону. Мой вопрос связан с последней лекцией про мертвые души. Благодарю заранее за ответ. Брат мой ушел в мир иной в год Черного Ворона. В день похорон очень много воронов кружилось над домом. Каждый мой приход на кладбище ворона летает от начала кладбища до его места, потом рядом сидят, смотрят в мою сторону. Что-то каркают. Смерть брата была непонятной. Мое предположение — убийство. Он был душевно больной. Половину своей жизни вы в лекции сказали, что через птиц нам дают знаки. Скоро будет 3 года, как его нет. Надеюсь, что те, кто причастен, будут наказаны. Благодарю за ответ. Один из них, кто был причастен, уже наказан. Он уже ушел следом. Вы, скорее всего, сейчас подумаете и поймете, о ком речь. Он его ровесник. Вороны. Вообще кладбище — это не только вам, как бы дана примета. Если в год, это снег падает, если в год Черного Ворона ушел и вороны кружили, да, это возможно, потому что тот год был очень такой необычный, собственно, как и птица необычная. Что касается ворон или ворона, который сопровождает на кладбище, это не только ваш брат. Если именно садится ворон во время, там, вот вы приходите помянуть, тогда да, это использует мертвая душа энергию живой плоти, живого создания, чтобы как-то передать что-то живым. А карканье воронов и их активность, когда человек заходит, это приветствие. Они же между мирами находятся. Они посланники между миром живых и ушедших. И когда человек заходит, эти все вороны радостно начинают каркать, приветствовать вас и сопровождать. Мол, приходите, приходите, мы вас ждем. Что-то в этом роде. Это не обязательно он. Это все ушедшие, которые там еще пока активны, еще не все ушли. Некоторые могилы могут быть активны очень долго, некоторое время. Ну, новопредставленные люди, естественно, активные целый год, а то и больше иногда. Потом существуют духи кладбищ и прочее. И вот эта активность ворон, они же видят то, что вы не видите. Вот вы заходите, и все эти духи... Какой-то звук. Ладно. И все эти духи, то есть, активизируются. И вороны, поскольку им дано видеть. Почему дано видеть? Потому что, как у меня бабушка говорила, они, значит, без языка, они не смогут выговорить, они не смогут рассказать. Поэтому им мир духов спокойно показывается. И они просто, видя эту активность духов, начинают сразу проявлять свою активность, начинают каркать, начинают летать над человеком. То есть, видя, что вас люди, ну, как им кажется, люди, да, и духи, силы какие-то сопровождают, и они следом за этими силами идут. Вот, собственно говоря. Поэтому тут ничего плохого нет. Это активные кладбища, как правило, так. Это значит, там очень много
людей с сильной энергией, которые ушли и до сих пор там находятся. Это значит, что кладбища активные, кладбища черные, как правило. Если вороны слишком активны, там и каркают, и постоянно вот поднимает шум, это черное кладбище называется. Значит, там есть такие старинные могилы, которые, ну, можно отнести к темной стороне. Там могут быть могилы ведьм, там могут быть могилы людей богатых, там могут быть захоронения братские могилы и так далее. Это темные, черные кладбища. Кладбища светлых не бывает, есть серые кладбища, там смешанные. Вот Бутово, например, недалеко от меня, там минут 20 идти, это серое кладбище. Там и старая часть, и новая часть. Чувствуется, там энергия такая, смешанная. А есть еще другое кладбище, Бутово, там ехать надо, наверное, полчаса где-то. Там в этом лесу много братских захоронений, расстрелянных во время сталинских лагерей. В этом кладбище есть ямы, где в 90-е хоронили, ну, договаривались с начальством кладбища, например, брали там какой-то участок, могила там какого-то Ивана Петровича, ставили фальшивые там фотографии, ну, могли где-то взять фотографии человека из Якутии, кто придет там проверять, например, да, ставили вот памятник и в эту яму бросали всю братву. И вот это вот неупокоенные души, это все создает черное кладбище. И в черных кладбищах вороны очень активны. Все, друзья мои, на этом сегодня завершим эту лекцию. Еще раз напоминаю, куда писать. Значит, «Мир мертвых. Ваши вопросы». 6 месяцев назад снято. Там пишите вопрос. Если ваш вопрос исчез, значит, я уже ответила. Ищите в этих роликах ответы на ваши вопросы. Всем удачи!